Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вот я всегда говорю, что к людям надо с добром относиться. Вчера минут 15 пыталась перейти дорогу по зебре. Никто не пропускал. Тогда я взяла в руки кирпич, улыбнулась и пошла. Пропустили меня даже полиция с мигалкой. Вывод. Улыбайтесь. Люди становятся добрее. А сегодня будем радовать себя, любимую. Чем? Конечно, тем, что переберем свои запасы лоскутков и тряпочек. А потом нарисуем выкройку. Нам нужен клин 1/16 круга. Немножко срежем уголок. Получается трапеция, в широкой части 10 сантиметров, в узкой 2,5. Высота ее 20 сантиметров. Желательно при выкраивании детали укладывать ровно. Всего нам понадобится 16 заготовок. Детали складываем вдоль пополам и прокладываем строчку, прошиваем по широкой части. Все это можно сделать легко и быстро. Шить гирляндой. Девочки, вы меня часто спрашиваете, где я беру такие красивые, яркие ткани для работы, где нахожу материалы для рукоделия. Отвечаю всем, показываю свои приобретения. Заглядываю на сайт интернет-магазина «1 метр ткани». Отслеживаю новинки. Показываю свои приобретения. Наполнитель для подушек и мягких игрушек. Ткани. В последнее время много работаю с холстопрошивным полотном. Это прекрасный хлопковый утеплитель. Еще хорошее подспорье для рукодельниц – клеевой флизелин. С ним многие проекты делаются гораздо легче и проще. Девочки, кто шьет одежду, смотрите, какой замечательный шелк леопард. Голубой полулен и роскошные, сияющие светло-голубой креп-сатин и шоколадный, это тоже креп-сатин. Дочь решила шить себе одежду. Вот это платье она сшила сама и была в нем на новогоднем вечере. Да, у меня появилась новая рукодельница. И нитки, и ленты, и копир, и распарыватель, иголки и булавки, и портновский метр. Все это нужное. И, конечно же, хорошие портновские ножницы. И еще я выбрала комплект постельного белья. Кстати, для всех моих подписчиков действует промокод Полина. Он дает скидку 5% на весь ассортимент. Потом каждую деталь выворачиваем, ровно расправляем уголок. И все заготовки тщательно проутюживаем. А дальше надо соединить все детали между собой. Сшиваем их длинными сторонами. Нам надо, чтобы потом было чередование цвета. Темное, светлое или голубое, зеленое. Поэтому сразу же это учитываем. Когда соединили попарно, детали разворачиваем и швы тщательно расправляем ногтем. А вот уже потом сшиваем эти пары между собой. И таким образом работаем дальше. Получившуюся заготовку тщательно разутюживаем, расправляем и подтягиваем все швы. В качестве основы возьмем темно-синий перкаль. У меня размер 50 на 50 сантиметров.
и самым простым способом найдем его середину. А потом, ориентируясь на сгибы, уложим в центр нашу красивую лоскутную часть и заколем ее булавочками. Если хотите, то можно пришить иголкой с ниткой крупными стежками. Мне хочется, чтобы эта дрезденская тарелка была более объемной, поэтому всю эту красоту простегаем. Готовим сэндвич. Ткань для обратной стороны, кусок холста прошивного полотна и наша красивая лоскутная часть. Все закалываем английскими булавками. Чтобы было легче стегать, воспользуемся самодельным приставным столиком. Надо, чтобы полотно лежало на одной плоскости с игольной пластиной и ничего не свисало. Стежку будем делать самую простую, в шов. Задача – пришить к ткани нашу красивую лоскутную композицию и линиями швов добавить немного рельефности. Конечно, если вы новичок, то лучше все-таки сначала прошить иголкой с ниткой, а уже потом шить. Самое главное при работе – не торопиться. Помните, что скорость нужна только при ловле блох. Как вы знаете, в сэндвиче нижнюю часть и утеплитель выкраиваем чуть больше верхней лоскутной части. Это делаем потому, что при стежке ткани могут немного сдвигаться, сбиваться, и чтоб не оказалось так, что у вас какой-то угол остался голым. А вот уже сейчас можно промерить и подровнять стороны. С изнанки получается замечательный графический узор. И сразу же приготовим кусочек ткани, чтобы закрыть серединку. Сделать это довольно просто. Из бумаги вырежем выкройку серединки, а край кружка из ткани соберем на нитку. Внутрь в него вложим бумажную выкройку и стянем края, а потом зафиксируем сгибы утюгом. Серединку цветка уложим в центр и прошьем простой строчкой по краю. Можно сделать еще одну вещь. Внутрь вложим немного синтепона. Это придаст небольшую пышность и закроет стыки ткани, чтобы они не просвечивали. Концы ниток обрежем, уведем на изнаночную сторону и свяжем между собой, а потом отрежем концы. И получается у нас прекрасная простеганная заготовка. Что это будет, решать вам. Можно сшить сумку, сделать таким центр одеяла, или панно, или коврик. Фантазий море. Но я сделала декоративную наволочку на диванную подушку. С обратной стороны пришила клапан и широкую часть. Края обработала. Теперь аккуратно все вывернем. Для красоты сделала еще одну вещь. Проложила отделочную строчку в 2 сантиметрах от края. Так декоративная подушка смотрится интереснее. И клапан не оттопыривается. Ну что сказать? Красота спасет мир. Красота – страшная сила. Красота требует жертв. Вот скажите мне, как вот эта страшная сила
которая требует жертв. Как она может спасти мир? Надо подумать. А вообще, захотелось поработать? Ляг, поспи, и все пройдет. Но перед тем, как уснуть, обязательно поставьте класс, напишите комментарий. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!